Величественный народ майя, который появился еще до нашей эры, оставил после себя огромное количество тайн и секретов. У индейцев была развита письменность, они создавали уникальные здания и постройки, обладали знаниями в области астрономии и точных наук. И календарь, который предрекал конец света в 2012 году, не единственное достижение, прославившее древних индейцев. В данной статье речь пойдет о племени майя, где жили, на карте, чем занимались и почему исчезли. Секреты древнего народа. Племена майя обладали достаточно обширными знаниями относительно космоса. Никто до сих пор не знает, как такое могло быть, если телескоп еще не изобрели. А артефакты, найденные археологами, только добавляют таинственности этому древнему народу. Стоит внимательно рассмотреть самые удивительные изобретения и находки, связанные с племенами майя. Система календарей. Майя изобрели календарь, в основе которого лежали наблюдения за Солнцем, Луной и остальными планетами. Эта разработка древней цивилизации в полной мере соответствует современным календарям. К примеру, совпадали количество дней лунного месяца и число дней в году. Кроме того, племенам майя было известно, сколько времени уходит на полное обращение Венеры вокруг Солнца. Высока вероятность, что именно точность календарей племени вызвала панику, связанную с концом света, который должен был наступить в 2012 году. Однако впоследствии стало понятно, что ошибка вызвана неверной трактовкой системы календарей. На 2012 год пришлась смена эпохи, а вовсе не конец света. Хрустальные черепа и крышка саркофага. Среди удивительных находок выделяются хрустальные черепа. Представляют собой полную копию человеческого черепа, сделанную из аметиста либо горного хрусталя. За счет сложной системы призм данный предмет обладает потрясающими оптическими свойствами. Как индейцы племени майя сумели создать подобные изделия, используя минералы? Многочисленные исследования показали, что сделать хрустальные черепа невозможно даже с помощью современного оборудования. В процессе исследовательских работ в храме майя была обнаружена крышка саркофага. На ней изображен человек в летательном аппарате. Крышка только добавила таинственности племени майя. Даже начались разговоры о том, что индейцы не являлись коренными жителями планеты. Ведь по-другому объяснить знания о космосе ученые до сих пор так и не смогли. Пирамиды. Говоря об истории племени майя, нельзя не упомянуть пирамиды. До сих пор непонятно, как индейцы смогли их спроектировать и построить без применения точных расчетов и знаний топографии. Памятники архитектуры представляют собой постройки с большим количеством уровней. Причем внутри каждой пирамиды находится еще несколько построек. Жрецы считали, что через каждые 52 года обновляется мир. Поэтому по прошествии данного периода они начинали строить новую пирамиду на том месте, где находилась предыдущая. Особое внимание со стороны ученых привлекает пирамида Кукулкана. Она создана таким образом, что через каждые 2 года, в день осеннего и весеннего равноденствия, каждый сможет увидеть визуальный эффект. Благодаря игре солнечного света и теней на пирамиде возникает образ огромного змея. Его тело заканчивается в самом основании огромной пирамиды. Как можно было добиться подобного эффекта без знаний астрономии и топографии? Культура древнего племени. Немного известно о культуре древней цивилизации. Племена майя оставили после себя слишком мало сведений. Связано это с варварским отношением испанских завоевателей. Они уничтожили основную часть культурного наследия таинственного народа. Поэтому потомкам осталось мало источников, благодаря которым можно было бы узнать о культуре племени. Индейцы умели писать. Поэтому после себя они оставили очень много сведений. Однако большая часть этой информации была уничтожена священнослужителями. В целости остались только те надписи, которые индейцы нанесли на каменные плиты. Но расшифровать их все не удалось, так как был утерян ключ. Ученые смогли понять только малую часть знаков. Племена майя умудрялись строить города из камня. Причем они возводили такие постройки, которые поражают своей величественностью и на современном этапе. В центре городов воздвигались храмы и дворцы, а секреты постройки пирамид до сих пор разгаданы не до конца. Без металлических инструментов индейцы создавали строения, которые ни в чем не уступают египетским пирамидам. Кроме того, племена пытались создать уменьшенный образ Вселенной. Таким способом они хотели продемонстрировать свою гармонию с миром. Были развиты следующие виды искусства — музыка. И ее они связывали в основном с религией. У племен были специальные боги, которые отвечали за музыку. Драматическое.
Были среди индейцев и актеры. Живопись в основном была настенной. Изображения носили преимущественно религиозный характер. Однако были найдены и те картинки, которые рассказывали об истории индейцев. Много внимания уделялось созданию скульптур. В основном они были посвящены богам, жрецам и правителям. Простые люди изображались униженно. Было хорошо развито ткачество. Наряды очень сильно различались в зависимости от статуса, положения в обществе. Лучшую продукцию индейцы продавали другим племенам. Искусство и быт. Практически на всех сооружениях из камня можно увидеть следы живописи. Есть и каменные скульптуры. Они создавались преимущественно в религиозных целях. Представители племен занимались охотой и земледелием. Они выращивали маис, какао и хлопок. В своих работах прибегали к помощи оросительной системы. Есть племена, которые добывали соль, меняя ее впоследствии на другую продукцию. Чтобы перемещать товары, индейцы использовали носилки и лодки. Было ли у них оружие? Несмотря на огромные достижения в других сферах, в создании оружия и доспехов древние индейцы не сильно преуспели. Связано это с тем, что большую часть своего времени они уделяли совершенствованию боевых навыков. И новые виды оружия придумывать не спешили. В сражениях с другими племенами, а также во время охоты использовали копья, дротики, луки, ножи, дубинки, топоры, копьеметалки, пращи и сети. Успехи вы известно, что индейцы не только смогли создать высокоразвитую цивилизацию. Они также старались заботиться о каждом члене племени. От других индейцев отличались тем, что поддерживали гигиену и здоровье. Все знания в этих областях использовали на практике. У племен майя были врачи. Именно они занимались определением многих и прописывали средства для лечения. Использовали преимущественно снадобья, ванны и ингаляции. В качестве ингредиентов применяли травы, шкуры убитых животных, птичьи перья и грязь. Очень хорошо у индейцев были развиты стоматология и хирургия. Благодаря жертвоприношениям они были знакомы с анатомией. Это помогало производить разнообразные операции на лице и теле. Ножами индейцы удаляли опухоли, раны зашивали, используя вместо ниток волосы. В религии древней народности практически все постройки племени майя имеют религиозный характер. Религия играла для индейцев огромную роль. Во главе племени в основном стояли правители, которые были для своего народа и духовными лидерами. В ходе многочисленных раскопок удалось выяснить, что во всех ритуалах принимали участие и высокопоставленные члены общества. Все церемонии были связаны с природными циклами. Практически у всех народов Центральной Америки важной ролью наделяется человеческая кровь. Даже специфические ритуалы проводились, суть которых заключалась в кровопускании. Об этом говорят найденные в результате раскопок сосуды и ритуальные инструменты. Индейцы считали, что именно в крови находится душа жизненной энергии. Жертвоприношения. Индейцы считали своих богов смертными созданиями. И чтобы как-то продлить их жизнь, они прибегали к помощи человеческих жертвоприношений. Этот ритуал был достаточно распространен у племен. Жертву приносили обычно через отравление, избиение или повешение. Также могли заживо похоронить человека. Наиболее жестокими жертвоприношениями занимались ацтеки. Они вспарывали животы и вырывали еще бьющееся сердце. В качестве жертвы в основном использовали пленников, которые были захвачены в ходе военных действий. Однако могли принести в жертву и представителя собственного племени. И при этом положение человека в обществе не играло никакой роли. Почему племена исчезли? Появился древний народ во втором тысячелетии до нашей эры. Пик расцвета пришелся на окончании первого тысячелетия. Угасать племена начали после X века. Причины исчезновения древнего народа до сих пор не ясны. Есть несколько популярных версий. Следует рассмотреть самую вероятную. Под племенем следует понимать не слишком большую группу разрозненных городов, которые достаточно часто враждовали друг с другом. Причиной военных действий ученые называют истощение почв и упадок сельского хозяйства. Чтобы сохранить власть, правители придерживались политики уничтожения и принесения в жертву. И с каждым годом число междоусобных столкновений повышалось. Со временем это привело к экономическому кризису. Разорения были настолько большими, что целая цивилизация постепенно исчезла. Места проживания. Где жили майя? Древнее племя населяло значительную часть Центральной Америки. Располагалась цивилизация на том месте, где на современном этапе находится Мексика. Огромная часть территории, на которой проживали индейцы, отличалась обилием флоры, фауны.
Были самые разные природные зоны — горы, пустыни, прибрежные участки. Это сыграло важную роль в развитии индейцев майя. Где жили? У них были целые города. Например, Тикаль, Ушмаль, Камакнул и так далее. В каждом государстве проживало около 20 тысяч индейцев. Объединяться в один административный центр племена не хотели. Обладая общей культурой и похожей системой управления, со временем небольшие государства образовали целую цивилизацию. Современные индейцы. Естественно, целый народ не мог исчезнуть бесследно. Остались потомки. И если на вопрос о том, где жили племена майя, был дан ответ, то где на сегодняшний день проживают современные индейцы? Они живут в Южной Америке. Численность населения примерно равна 3 миллионам. Современные потомки майя имеют те же самые антропологические особенности, что и их предки. И на современном этапе племена не хотят объединяться, живут обособленно. К тому же не особо стремятся принимать достижения современной цивилизации.